Друзья, всех приветствую на канале Рыболов Копатель. Двигаюсь на раскопки, сегодня один. И вот интересное явление природное можно наблюдать. Так называемые два солнца. Видите, вот правее одно и левее другое. Уже не первый раз я такое наблюдаю. Вот второе. Вот он, прямо по курсу. Гало-эффект, так называемый. Итак, друзья, всем доброго утра. Сегодняшний коп мы начинаем вот с такого хутора. Видите, дорога была, аллея, старые деревья. Пойдем покрутимся здесь. Не знаю, тут, конечно, все перекопано уже 10 тысяч раз. Как видите, вон кругом ямы. Да и мусор присутствует. Пойдем посмотрим, прогуляемся. Вот эта дорога в сторону ручейка. Там тоже дома были. Комары уже подлетают, интересуются. Кто еще не подписался на канал, обязательно подписывайтесь. Ну и погнали. Что-нибудь искать, да показывать вам. Итак, есть первая находка. Смотрите. Каштан цветет как сильно. И вот такая вот баночка. Что-то по-немецки там было написано. Сейчас уже не разобрать. Алюминиевая. Немцами пахнет. Дальше из глубины хорошо звенело. Иловская. Цветняшка. Давно что-то их не попадалось. Под деревом сигнал был хороший. Что-то кругленькое, советы, наверное. А нет. 5 фенигов. Ну, затертые. Ой-ой-ой. Чё ж вы такие затертые, ребята? Вообще еле видно. Посмотрите, какая затертая. Ну, рядом еще сигнал. Такая же. Это уже с колосиками. 24-й год. Пятачок тоже. Рекомендую всем проверенный магазин для поисковиков и кладоискателей у деда Мити. Огромный ассортимент, фирменная продукция, официальная гарантия. Кроме интернет-магазина есть розничный магазин в городе Подольске. За годы работы магазин получил тысячи положительных отзывов от довольных покупателей. В магазине проходят акции, действует система Trade-in. Я и сам являюсь клиентом данного магазина. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Назовите промокод РЫБОКОП и получите скидку или отличные бонусы при покупке металлоискателя. Из-под дерева доносился сигнал. Вот такой вот сбор. Что это такое? С кожей. Сначала мне показалось, может, седло какое. Посмотрите, на ремнях. Вот это вот сюда крепилось. Это под ноги, видимо.
конские вопросы глубины. Крупный черный сигнал был. Вон каток какой-то. Опа. Сантиметров, наверное, 35 в диаметре. От чего может быть? Пишите комменты. На место, где мотометр мотометр достал, думаю, дай продолжу копать в глубину. И смотрите, похоже на горелку. Вроде целая. Постараюсь ее не сломать. Сейчас обкопаю, посмотрим, что там. Дальше черная идет, видите. Как Коля недавно находил. Наверное, она. Чуть-чуть обкопал. Что-то крепко дюжа сидит. Дюжа крепко сидит. На деревяшке, что ли, лежит, не пойму. О, она с продолжением даже. Опа! О, вот это зачет, друзья. Это зачет. Сейчас чистану ее аккуратно. Посмотрим. Помыл. Красавица. Пока вот никаких надписей не нашел, а кроме вот этих. Тут, наверное, про диаметр что-то. 2 атмосферы. Давление. Вот она лежит, отдыхает после земли. Красавица. Так. Дальше, ребят, смотрите, какая-то цветная пластинка. Не пластина, какая-то плита латунная, толстая. Показалось, что это очень интересно. Сейчас надо аккуратно обкопать, чтобы ее не шарахнуть. Опа. О. Опять какие-то угломерные дела. Пойду мыть. Пойду мыть, ребята. Интересно, что это? Интересно. Какая ж ты красота. Батюшки мои. Самый настоящий уровень, ребят. Посмотрите. Как я обожаю такие находки. Ай-яй-яй. Муравей укусил за палец. Ничего страшного. Так, клеймо я тут видел. Вот оно. 35-й год. Супер, вообще супер находка.
вот этот механизм только наржавел. Барашек где этот был. Ну ничего. Все восстановится. Будет шикарно. Классная находка. Инженерия, друзья. Восточная Пруссия. Ошалеть. Железо продолжается. Ну, видите, крюк или что-то тут торчит. И вот материал резиновый, свиток. Что-то ремонтировали тут, наверное. Свиток Инферно, как в Диабло, помните, игра была? Всякий металлолом, подковы, конские дела. Но мне вот более интересны вот эти вот, конечно, вопросы. Очень хорошо. Выкидываю осколки, видите? Уж не знаю, я ее бомбанул или лопнувшая была. Стекло достаточно тонкое и зеркальное. Что это было такое? Подсказывайте. Какой-то, навряд ли, светильник. Опять что-то техническое. Сигнал был. И вот с куском кожи. Канина. Пряжечка. Опа. Так вот освободил я. Забираем. Фу, жарко, ребят. Кисточка была, судя по всему. Ну что, друзья, время к обеду. Наверное, буду заканчивать. Что-то подустал очень, копать тяжело, жарковато. Пойду выбираться сначала, точнее еще до машины пилить порядочно. Спасибо всем за просмотр. Думаю, сюда вернусь еще, дай бог. Ну и до новых встреч. Не забывайте подписываться, писать комментарии, ставить лайки. Пока. Да, ребята, по верхам-то уже сильно и не походишь. Скорее исключение, чем закономерность. Вот такие времена. Ну ничего, скоро ягода пойдет. Нормально, весело будет. Радует, что комары вроде летают, но не кусают. Фу-фу-фу. Какие-то малоактивные они. Это, конечно, надо отметить. Потому что в прошлом году уже вовсю они в мае долбили.